Что, проснулся? Ох ты, поспать любитель, товарищ. Доброе утро, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сейчас 6:30 утра, проснулся не так рано, как хотелось, потому что долго не спал, монтировал видео. Вчера я сделал печку, уже опробовал ее. Остается ее облагородить речными камнями, и можно пользоваться. Здесь я хочу сделать беседку возле землянки, натянуть здесь тент и сделать стол, стулья, чтобы можно было готовить пищу и обедать на свежем воздухе. Ночью опять шел дождь, был ураган, опять падали деревья. Я забыл вчера снять вещи, которые я вывесил просушить. Но теперь они заодно и простирались. Ничего, с сегодняшнего дня вроде бы 3 дня будет жаркой солнечной погоды, поэтому все просохнет. Ну вот, а ты говорил невкусно. Вчера не хотел есть кошачий корм. Завтра еще вкуснее будет. Вот. Чего ругаешься? Есть хочешь? Успокаивайся. Тихо. Все. Фу. Сегодня пошел 3-й день, как мы с Карлосом на диете. Зря я отпустил, конечно, пойманную рыбу. Нужно было ее все-таки хотя бы засолить. Ну, Карлос перебивается сухим кормом, правда кошачьим. Вот сколько грибов здесь. А также сегодня утром закончилась и питьевая вода. А ведро, в котором я фильтрую речную воду, сейчас занято глиной, она там размокает. Поэтому мы с Карлосом решили сходить в родник. Он, конечно, далековато, километра 3 от землянки, но это все равно будет быстрее, чем закипятить, отфильтровать, потом остудить речную воду. С родника можно пить ее сырой, поэтому решили прогуляться. Дорожка, конечно, не очень хорошая. Я взял с собой в рюкзаке несколько больших 5-литровых бутылок, чтобы хватило уже до конца похода. И фотоаппарат на всякий случай. Вдруг что-то интересное попадется по дороге. Заодно посмотрю, появились ли белые грибы. Ух ты, какой крупный орельчик прилетел. Родничок там облагороженный, но я не был там уже больше года. И надеюсь, что его не разорили дикие свиньи, которых здесь очень много. Следы просто везде и повсюду. Не так просто идти по такой дороге. Я считаю, налегке, бутылки пустые. А уже так. Вот еще какой мухоморчик. Вот бы это съедобные были. Как бы я с удовольствием их поджарил бы. Что это такие? Шампиньоны или нет? Кто подскажет? Пахнет вроде бы неплохо. Не знаю, страшно так.
Вот это здесь высота огромная. И видно сразу, что русло очень рядом. Сразу уходит в глубину. Метров через 10 уже начинается русло. Да, здесь бы тоже поставить где-то земляночку. Но подняться на такой обрыв нереально, наверное. Карлос, кого ты там унюхал? Вот уже родник где-то рядом. Такие вот лужи на склоне. Кабанчики сюда, наверное, приходят пить воду. Ну вот, похоже, и пришел. Ну да, вроде и налегке, но подустал. Кажется, что в роднике вода очень мутная, но это из-за того, что звери скаламутили, а в бутылках на самом деле вода очень чистая, холодненькая, запотевшая. О, да, это вам не с речки. Фильтруй, не фильтруй, а лучше природного фильтра ничего не придумаешь. Карлос. Фух, умаялся. Сяду, отдохну немного. Ой, холодненькая. Чем больше выпью, тем легче нести будет. Ой, рыбка плещется. Карлос тоже уморился. В тенечке он отдыхает. Вот такого красавчика нашел недалеко от родника. Можно было, конечно, оставить его подрастать, но слишком далеко возвращаться. Да и кушать сегодня нечего. Еще и, конечно, есть надежда на небольшую рыбку. Я сейчас приду, сделаю легкую удочку, попробую наловить красноперок, ну или что попадется на уху. Если не получится наловить, то будет грибной супчик. Кстати, я когда шел в первый день, тоже уже недалеко от землянки, подходил, нашел такой же гриб, только еще немного меньше. И я оставил его подрастать. Как раз еще пройдет пару дней, я его сорву, если он, конечно, останется на месте. И у меня будет праздничный обед. Вот такие гиганты. Фух, ну вот мы и на месте.
Идем купаться. Иди сюда. Карлос. Иди сюда. Ко мне иди. Куда побежал? Ну стоять. Купаться будешь сегодня. Карлсончик. Иди сюда. Пошли. Идем. Идем скорее. Скорее. Иди сюда. Ко мне иди. Пойдем. Опа. Не боись. Не боись. Тут не глубоко. О. Ой. Не боись. Давай, погнал. Ну, говоришь, не умеешь. С хвостом работай. Давай еще. Иди ко мне. Иди ко мне. Спрятался под корни деревьев. Не хочет больше купаться. А зря водичка уже прогрелась. Иди сюда. Иди, Карлос. Иди на бревнышко. Вот. Давай, давай. Испугался. Первым делом побежал, окунулся в воду, немного отдохнул. Кстати, возвращался и не нашел по дороге того грибочка, который оставил на вырост. Этот я временно тут посадил. Пусть подождет, как у меня будут дела с рыбалкой. А вот водичка. Запаса хватит, теперь можно не экономить. Я уже 1,5 литра выпил с удовольствием. Холодная, замечательная водичка. Сейчас сделаю небольшую удочку, постараюсь наловить хотя бы какой-то мелочи и сварить рыбный супчик и себе, и Карлосу. Так, виточек к витку плотно намотал веревку и достаточно жестко держится. Старый спиннинг и кусок ореховой ветки. Ну что, удочка готова. Также я сделал прикормку и немного почистил место от травы и всяких палок. Сейчас прикормлю, ну и немного попробую половить. Сомневаюсь, что прямо быстро подойдет рыбка. Но надежда есть.
Ну что, рыбка быстро подошла на прикормку. Удалось поймать несколько красноперок и пару окуньков. Сейчас разведу огонь и буду варить сразу и себе, и Карлосу. Дрова все так же сырые. Этой ночью тоже был дождь. Не так просто разжечь. Спички отсырели. Ну вот, раскочегарилась, дыма совсем нет. Я пытаюсь сразу разместить две кастрюльки. Карлосу я побольше рыбы себе пару штучек положил, потому что Карлос был втянут в такую авантюру. Он понятия не имел, что с едой будут такие проблемки. Поэтому я ему хорошенько их разварю и засыплю кашей, которую он обычно дома ест. Думаю, что не откажется. Топка, в принципе, немного под наклоном туда вниз. Я хочу сделать здесь продолжение топки из камня. И под таким наклоном, чтобы ветки, дрова по мере прогорания сами сползали туда и как бы автоматически пополняли печь. Карлоса кастрюльку я поставил почти по центру, чтобы она интенсивнее варилась. Свою с краю, чтобы его порция успела остыть. Собакам же нельзя есть горячее, а моя как раз за это время дойдет. Ну что, все готово. Наконец-то долгожданный ужин на третьи сутки. Карлос. У Карлоса тоже полная кастрюля. На, пробуй. Приятного аппетита.
Налопались мы с Карлом от пуза. Я съел всю кастрюльку. Карлос не осилил, половину только на завтра оставил. Сегодня особо так ничем и не занимался, а день уже и прошел практически. 7 часов вечера. В родничок, конечно, времени заняло много. Ну и пока рыбки поймал, тоже не так быстро. В общем, прошел еще один денек. Ничего уже не хочется делать. Наелся. И хочется поваляться, отдохнуть немного. Да, красунчик? Что ты там занимаешься херней? Дай морду. Все, порядок. Все, пошли отдыхать. Идем. Вчера после очень плотного ужина ничего особо интересного не происходило. Мы с Карлосом увалились отдыхать. Я монтировал отснятый материал, а Карлос спал и периодически гонял назойливых мух. Погода полностью наладилась. Тучек совсем нету, жарко. После нескольких недель дождей, я думаю, должны пойти грибочки. Ну, вы сами видите, сколько здесь грибов на квадратный метр. А вот этот кто-то грыз. Может быть, он и съедобный. А раньше, также возле землянки, как растут вот эти неизвестные мне грибы, росли, Карлос чуть не сбил, росли белые грибы. В таком же количестве очень много их было. А сейчас почему-то только единицы попадаются. Хочу немного пройтись по тропинке. Может быть, кто-то найдет. Чем дальше отхожу от землянки, тем меньше грибов. Причем любых. Не пойму, с чем это связано. Да, и для меня еще остался открытым вопрос насчет того, как правильно собирать грибы. Нужно ли их срезать или нужно выкручивать. Потому что в позапрошлом году, когда было их много, я какие-то полянки специально помечал и там только срезал, а на других только выкручивал. Пока ни там, ни там новые грибы не выросли. Может быть, еще не время. А вот и грибочек. А вот и первый грибочек. И это то, что надо. Опа. Не знаю, нож не брал, выкручиваю. А он такой уже какой-то мягковатый. Ну, проверю. Не червивый или... Может быть, у меня сегодня жареха будет. Карлос, а ну, нюхай, ищи, искать, искать. Давай. Внимательно осмотрел вокруг этого грибочка. И больше не нашел ни одного. А вот нашел. А вот это те самые синяки, поддубники или дубовики. Вот как они сразу начинают синеть на срезе. В общем, они, может, их кто-то и ест, но они такие горькие, их нужно отваривать много раз. Сколько я не пробовал. С виду они похожи, ну, на очень съедобный гриб. Ну вот они сразу посинели от касания рук. В общем, я их не рекомендую никому есть, потому что лично мне точно не понравились. А вот еще один красавчик. Это уже такой как надо. Но сильно маленький, пусть подрастет. Это уже радует. Я так понимаю, что это просто еще не время, поэтому их мало. Нужно смотреть внимательно. Но... Ух ты! Вот это я нашел красоту. Так, чтобы не наступить. Вот целая полянка. Вот их сколько. Вот. Вот еще один. Очень много их тут.
Вот здесь. Вон там еще парочка точно. Ух ты, олени поскакали прямо через землянку. Карлос, иди. Карлос пометелил за ними. Как олень. Скачет. Вон. Не увидите на камеру. Он недалеко. Вот это скаканул прямо через этот овраг и наверх. Печку мне не поломал. До сих пор слышно, как он копытами отбивает. Аж земля дрожит. Эй, Сайгак. Учуял. Давай. Гони. Гони его. Как будто аккумулятор заменили на новый. Не останавливается. Носится как сумасшедший. Карлос. О, нашел след, пометил. Ладно, пусть развлекается. Эти два грибочка, которые у меня уже есть, можно сегодня пожарить. А это кто? Тоже какой-то растет прямо в дереве. Так вот, эти два грибочка я сегодня пожарю, которые уже собрал. А вот эта полянка как раз вырастет к празднику. Да, их здесь очень много. Что вот с этим красавчиком мне таки не повезло. Он полностью червивый. Ножка стала мягкая. Хотя, когда я его только сорвал, он был плотный и нормальный. А вот полежал 2 дня на крыше землянки. И червей здесь просто огромное количество. Думаю, что и в шляпке такая же ситуация. Да, шляпка тоже вся в дырочках. Непонятно, это из-за того, что он долго полежал. Вот, а этот вроде бы хороший. Это жучок, кыш отсюда. Ну что, достал? Догнал оленя? Карлос? Карлос? Что ты недовольный такой? Не поймал? Ну ничего, в следующий раз повезет. Да, этот хороший, не червивый. Буду только убирать вот эту вот подушечку. Хотя что-то мне тоже не нравится, он начинает синеть, что ли. Может, это потому, что я руки не помыл, когда брал тот гриб синяк. Но это точно не синяк. Это нормальный гриб. Скорее всего, сейчас его помою. Ну что, так и есть. Помыл хорошенько руки, соскоблил там, где было уже посиневшее. И теперь все в порядке. Ни прикасания, ни на разломе, нигде не синеет. То есть это было от того гриба, который я коснулся. Вроде бы и дров нету, а печь раскочегарилась. Ого. Хочу немного проварить грибы на всякий случай. А потом, когда вода выкипит, добавлю картошку, лучок. Картошку и морковку тоже сюда отправляю.
Картошку с грибами я так и не дожарил, как видите, я уже дома. Мне срочно пришлось вернуться, потому что позвонили, сообщили, что ночью во время урагана была повреждена крыша и дождем буквально затопило дом. Поэтому я срочно собрался, взял необходимые вещи и с Карлосом как можно быстрее двинулись домой. Вот что я увидел дома, вот так вот провис натяжной потолок, такой пузырь образовался. Ну и на крыше ветром сорвало несколько листов кровельного материала. В общем, крышу уже подлатали, ну а воду на подвесном потолке удалось убрать, отсоединив люстру и с помощью трубочки откачать воду. Стало все сухо и ровно. Ну и на этом все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Желаю мира, добра и до встречи.